Привет, друзья! Привет, большие любители маленьких колонок! Сегодня по многочисленным просьбам пользователей, в частности у меня на канале, компания Edifier предоставила мне модель S880 DB-MK2. То есть это вторая ревизия, ставшей популярной, довольно недешевой такой модели, скажем, из топового уровня линеек Edifier, к линейке S она принадлежит, как понятно. Несмотря на цену, на большую цену, эта модель стала популярной, повторю, я думаю, благодаря небольшим габаритам, при этом заявленным довольно приличным параметрам и довольно неплохому набору интерфейсов с aptX и прочим. Вообще я скажу, что выход каждой новой модели обычно происходит по нескольким причинам. В частности, это могут быть устранение каких-то недостатков или, допустим, оптимизация каких-то звеньев. Но в данной модели, например, заявлено, что в ней усовершенствованы и акустический тракт, и электронный тракт. Мы об этом еще позже поговорим. То есть, как недостатков как таковых заявлено не было, да и я, честно говоря, не обнаружил, да и вы, честно говоря, не писали в комментариях ничего подобного. То есть, конкретных претензий к конкретным параметрам не было. Поэтому я думаю, что это действительно развитие просто темы, переход на более новую элементную базу, к новым технологиям и так далее, что, в общем-то, делает эту модель привлекательным. Или желание изменить что-то в функционале этой модели. Это еще одна причина появления, допустим, новой версии, ставшей популярной модели. То есть на новую модель это не тянет, допустим, изменения, которые предполагаются. Старый конструктив себя оправдал, оказался довольно интересным, популярным, востребованным и качественным достаточно. И, ну, например, в частности, в этой модели я сразу могу заявить, забегая наперед, уже почитал кое-что, вот тут на сайте Edifier, кстати, сайт edifier.com, я предлагаю пользоваться именно им. Там несложно нажать кнопку «Перевести на русский», все будет написано на русском языке, но только не пользоваться какими-то левыми сайтами, типа Edifier Malaysia. Так вот, в функционале этой модели произошло кардинальное изменение. Это унылый разъем USB-B заменен на USB-C, как более популярный. Сказать, что это что-то добавит в качестве, я, допустим, не готов. Ну, возможно, возня с кабелями старого устаревшего типа от принтера, которые, в общем, возможно, утомили, не знаю по каким причинам. Может быть, в электронике там действительно есть какие-то изменения. Я-то знаю, какие изменения в USB-C по отношению к USB предыдущим, но относительно звука что-то я не очень хорошо это дело понял. Ну, хорошо. В частности, разрешения при этом заявлены те же, которые были в прежней модели. И третья причина, по которой обычно появляется новая версия какой-то модели, или она готова объединить все остальные предыдущие, которые я при этом назвал, это сделать то же самое, либо немного дешевле, за счет новых материалов, технологий, большего количества производимых изделий. Вы же понимаете, чем больше производят какой-то конкретной модели колонки, тем она дешевле при этом в производстве, и, соответственно, при той же наценке может быть более дешево продана пользователю. Либо сделать за те же деньги более качественно. То есть стоила она там сколько-то денег, и новая версия позволяет сделать за те же деньги просто более качественно. В частности, это может быть мощнее, не знаю, меньше искажений, меньше габариты вдруг могут быть. Мы, кстати, еще сравним. Ну да ладно, делу время, потехи, как говорится, годы. В смысле сейчас, час. Давайте-ка я вскрою эту систему и посмотрим, что здесь прячется внутри. В большой коробочке скрывалась маленькая. Я так понял, что в той большой коробке прячется обычно два таких комплекта. Может, я ошибаюсь. Здесь прячутся аксессуары, в частности, вот это вот пульт дистанционного управления, который я так не люблю и которым я не пользуюсь. Однако, надо сказать, что дизайн новый, измененный, я вам более детально еще покажу. И аксессуары, которые в этой коробочке находятся. Я подозреваю, что это будет набор кабелей.
которые мы рассмотрим в комплектации, однако живьем я вам их тоже с удовольствием покажу. Инструкции, мануалы на английском языке, что и не мудрено. Модель предоставлена компанией Edifier International из Европы, которая. Ну и вот этот вот набор. Пакетик с кабелями. Признаться, я не помню набора аксессуаров, кабелей, которые входили в первую версию ревизии. Ну, давайте рассмотрим эти. Это мини-джек на 2 RCA, самый стандартный кабель мультимедиа. Это 2 RCA на 2 RCA, тоже довольно популярный, зависит от того, какой разъем у вас на источнике звука. Такой из этих двух кабелей вы можете использовать для входа по аналоговому подключению. Это кабель USB-C, тот самый, которым вы можете подключать эти колонки к источнику с соответственным интерфейсом. Это кабель сетевой, стандартный для подобных устройств. И это кабель тот самый, который соединяет пассивную и активную колонки, потому что там биампинги, просто так на зажимных клеммах предоставить вам эту возможность Edifier не рискует и правильно делает, потому что даже без биампинга граждане умудрялись подключать в противофазе и писали, что нет басов. Нет басов, дорогие мои друзья. Я понимаю, что не каждый готов копаться в этой теме, чтобы понять, почему нет басов. Но моя задача, я вижу свою задачу, чтобы вам рассказать, как это делать правильно, для того, чтобы избежать подобных вещей. Ага, там колоночки, колоночки. Итак, эта модель, реинкарнация, ставшая популярной S880DB, призвана закрыть, видимо, некоторые ниши, которые образовались с появлением той модели на рынке. Может быть, эдики предусмотрели что-то еще. Давайте рассмотрим внимательно. Вот выбор пал на пассивную колоночку. Пассивную колоночку. Вы видите, по сравнению с моими руками, допустим, монитором и прочим, габариты этой системы довольно приятная на ощупь тактильная поверхность. Хоть я в перчатках, но я ощущаю хорошую отделку. Шагреневая кожа в качестве фронтальной, верхней, задней, нижней поверхности. Сзади этой колонки расположен порт фазоинвертора и разъем для подключения того самого пятижильного кабеля, который мы видели в комплекте. Ну, давайте рассмотрим активную колонку, поскольку она является основой, так сказать, композиции, для которой можно обсуждать, восхищаться, отвергать, ругать ту или иную модель. Довольно легко распаковывается, надо сказать. Честно говоря, я не люблю вот эти распаковки, потому что вечно я путаюсь с этими наклейками, заклейками. Их, конечно, нужно рвать и выбрасывать, но как бы такой задачи не было, и я не уверен, что я правильно это делаю всегда. Позвольте мне коротко представить эту модель, пользуясь секретным документом от производителя для своих. Итак, это 2.0 активная акустическая система с высокой резолюцией, с высоким разрешением аудио. Она имеет 44 ватта на каждый канал. Hi-Res аудио поддерживает. Hi-Res аудио Wireless беспроводное тоже поддерживает. Разрешение 24 бита 192 кГц по всему тракту. Bluetooth 5.3 версия, LDAC кодек поддерживается, полностью цифровая обработка сигнала, двухполосный кроссовер, активный добавлю, это очень важно, 3.75 алюминиевый вуфер использован, басовой динамики, 1.25 дюйма титановый твиттер с титановым куполом, ручное изготовление корпусов этих колонок и поддержка Edifier Connect приложение. Также тут расписано это все более детально. Ну, например, то, что на высокочастотной динамике выделено по 12 Вт, а на низкочастотной по 32 Вт. Ну, титановые это прекрасно твиттеры 1.25, что, в общем, вызывает вопросы, собственно говоря,
Для чего увеличен размер твиттера по сравнению с предыдущей моделью? Я так полагаю, для того, чтобы понизить частоту раздела. Зачем? Но об этом мы поговорим позже. Это тоже очень интересно. Корпус из прочного МДФ уменьшает искажения и вибрации, и выход на сабвуфер имеется для того, чтобы сделать бас более плотным. При подключении сабвуфера, разумеется, полностью цифровая обработка сигнала. Указан процессор, который в этом деле участвует, 16-головый XMOS XU216, который вот такие вот имеет параметры, что прекрасно для таких маленьких колоночек. Это с огромным избытком, на мой взгляд. Все цифровые сигналы поддерживают 24 бит 192 кГц разрешения и гарантируют прекрасное воспроизведение характеристик аналогичных входному сигналу. И аналоговый тракт от Texas Instruments поддерживает поменьше резолюции, вы видите, которая, впрочем, все равно соответствует параметру Hi-Res Audio. Ну и Hi-Res Wireless тоже здесь присутствует. Вы видите короткий набор параметров этой модели. Это продолжение этой таблицы. В общем-то, здесь как раз расписаны возможности wireless подключения, то есть беспроводного подключения к этим колонкам и поддержка LDAC для высокого разрешения вот с таким вот битрейтом и поддержка протокола Bluetooth версии 5.3. Сертифицированная поддержка Hi-Res еще раз здесь упоминается, по каким портам он доступен. Вот в аналоговом секторе это 96 кГц при 24 битах, а в цифровом, видите, 192 кГц. Ну, имеется дисплей с довольно высоким разрешением для такого крошечного дисплея. Сзади расположены кнопки управления и подключения, перезаряжаемый пульт дистанционного управления и работает с приложением ConX от Edifier, которое позволяет переключать звуковые эффекты, управлять звучанием, эквалайзером, кастомизировать эквалайзер, перенастраивать, поддерживает мануал и другие функции. А вот теперь самый главный вопрос, который волнует большинство пользователей: чем же эта модель МК2, вторая версия, отличается от МК1? Ну, давайте посмотрим, что об этом пишут, собственно, производители для своих, напомню, по секрету. 1-дюймовый титановый купольный твиттер заменен на 1.25 титановый купольный твиттер, при этом голосовые катушки отличаются довольно заметно. Причину этого, следствие этого мы рассмотрим потом. Более прочный решетка или гриль, который закрывает твиттер, защищает. Спрятанное крепление, скрувы крепления, то есть болты крепления этих твиттеров и динамиков, я так полагаю. Приятные на ощупь материалы, действительно приятные. Я могу поделиться своими ощущениями в этом плане, я об этом уже говорил, по-моему. Высокое разрешение сравнительно дисплея, видимо, в отличие от этого, и rechargeable, то есть перезаряжаемый пульт дистанционного управления. Более детально это здесь расписано. Вот мы можем посмотреть. Вот это вот старая модель, вот это вот новая модель. Итак, здесь был круглый порт фазоинвертора, здесь он овальный. Зачем это нужно? Это оптимизирует воздушный поток через этот порт и минимизирует турбулентные шумы, которые при этом возникают. Но вообще говоря, это математически все моделируется, и, видимо, люди это улучшили, конструкторы Edifier, и в новой версии применили этот вариант. USB Type-B поменен на Type-C. Type-C позволяет получить сигнал большего разрешения. Вообще он предназначен для передачи чуть ли не 8К видеопотока. И, соответственно, звукового потока тоже, возможно, это является причиной замены этого порта. Внешний силовой адаптер, то есть блок питания, заменен на внутренний встроенный блок питания. Это, на мой взгляд, важно, удобно, приятно и полезно, скажем так. И имеется выход на сабвуфер, которого не было, допустим, в этой модели, что позволяет расширить возможности таких маленьких колоночек до, уже сравнительно приятного звучания, приличного звучания. Новый пульт дистанционного управления показан вам сверху и снизу, соответственно. Сверху имеется индикатор, на касание чувствительная панель управления, управляемая касанием. Снизу это он перевернутый. Силиконовый коврик для того, чтобы он не скользил, и USB-C порт для зарядки этого пульта.
Что касается KONX Application, то есть приложения для управления этими колонками с помощью приложений, которые вы можете скачать для этих колонок, то вот они позволяют управлять звуковыми эффектами, кастомизировать эквалайзер и внести эту модель в My Device и пользоваться, соответственно, при использовании телефона более свободно. Ну вот зачем LDAC написано. Тут все расписано, зачем LDAC. В общем, все это меня довольно огорчает в том плане, что я пользователь айфона, и LDAC к этому делу, к сожалению, не поддерживается. Тут написано о том, что поддерживается Android Open Source Project. Ну вот здесь расписано, какие еще опции есть у LDAC, как хорошо они работают с Android и какие модели Edifier, выпущенные в 2024 году, еще его поддерживают. Ну, тоже для меня эта радость как бы невелика. Вот эта вот комплектность показана. В такой цветной коробочке они продаются, оказывается. Вот такие вот у них габариты коробочки, вот такие вот у них комплектация, вот такие вот кабели присутствуют. Кому интересно, можете посмотреть еще раз. Я вам их, в общем, впрочем, уже показывал. Ну и вот параметры, собственно, колонок, которые, скорее всего, определят их потребительскую ценность. Выходная мощность под твиттером пау-вуфера, примененные головки динамиков, звуковой диапазон расширен от 50 Гц до 40 кГц, соотношение сигнал-шума видите, вот такой вот набор входов джентльменский, версия Bluetooth, поддержка SBC и LDAC, чувствительность по входам, габариты, активные и пассивные колонки, вес 6,27, маленько меньше веса 880. Ну да, хорошо. А вот, кстати, сводная таблица сравнительных характеристик старой модели и новой соответственно. Итак, ближе, бандерлоги, ближе. На передней панели активной колонки мы видим дисплей, который будет отображать режимы работы в данный момент акустической системы. Мид-басовый динамик с характерным полизащитным колпачком алюминиевым, и сам диффузор у него алюминиевый, это, забегая вперед, какое-то некое подобие какого-то волновода, рупора, сделано вокруг него. Думаю, что это носит декоративные функции, хотя как знать, Edifier создает все эти модели с помощью анализатора Клиппеля, который позволяет отследить подобные изменения. И, конечно, баффл должен быть абсолютно ровным. Если это не так, значит это преследует какую-то цель. Также мы видим твиттер, 1-дюймовый твиттер, но к этому мы еще перейдем позже. По бокам этой акустической системы вы видите только покрытие с какими-то утопленными ребрами жесткости, антиребрами антижесткости. Шутка. Здесь давайте рассмотрим подробнее, потому что это, собственно, определит функциональные возможности этой системы. Но порт такой овальной формы, призванный уменьшить турбулентные шумы, это понятно. Заподлицо утопленная панель металлическая, и в ней монтирована вся коммутация этой системы. Ну, начнем снизу. Это подключение питания в Power, такие силовые функции, включатель питания. Лейбочки Hi-Res Audio и Hi-Res Audio, еще что-то там. Это слишком тонко для меня. Разъем для подключения внешней второй пассивной колонки. Басовый регулятор фиксированный. Нет, с фиксированной средней точкой, что мне нравится, с диапазонами плюс-минус 6 дБ. Также плюс-минус 6 дБ у высокочастотного тембра. Volume Source, то есть вы видите, это кнопка выбора источника сигнала, то есть пультом вовсе не обязательно пользоваться, получается. И многооборотный регулятор громкости, который практически вечный, он не трещит, не прерывает сигнал, не вызывает никаких шумов и так далее. Две пары входных клемм RCA для подключения аналогового уровня, естественно, не балансного. Коаксиальный разъем RCA, оптический разъем стандартного типа, USB-in, USB-C типа и sub-out, выход на сабвуфер 3,5 мм. Джек представлен здесь. Посмотрим, как это все работает. Но сначала еще просмотрим колоночку пассивную. Собственно, ничего нового на ней нет. Скажем,
Вместо экранчика здесь Lay-by Differ. Те же динамики, естественно, расположены симметрично на передней панели. Разъемчик для подключения активной колонки с усилителями мощности и овальный порт фазоинвертора. Такие дела. Давайте посмотрим, как эти колоночки смотрятся в паре. Ну, допустим, вот так. Ну, ничего смотрится. В принципе, по дизайну эта модель, по-моему, она даже какие-то призы где-то брала. Это не мудрено. Выглядит изящно, классно, подойдут к любому интерьеру. Но цена. Однако вам нравится, хорошо, смотрим дальше. Далее мы уделим некоторое внимание вот этому пультику, который заряжаемый с помощью того же самого разъема USB-C. То есть это нужно вырвать, это нужно оборвать. И перед нами предстанет, собственно, пультик. Что делать с этой наклейкой, я не знаю, пока не буду разбираться, мне она, в общем-то, не нужна. Я пока поставлю его на зарядку для того, чтобы включить, по крайней мере, какой-нибудь из режимов, пресетов, которые в нем, собственно говоря, есть. Там что-то написано, мы еще это прочитаем, к этому вернемся. Ну вот пришла пора измерить некоторые параметры, чтобы более точно определить потребительскую, пользовательскую ценность этой модели, сравнить ее с предыдущей. Первое, что я сделаю, хочу вам показать, это кривые импеданса. Как известно, в этой модели используется биампинг, то есть раздельное усиление по басовому, для басового динамика и для твиттера. И, соответственно, это два совершенно раздельных тракта, не пересекающихся, в нем нет пассивного кроссовера. И очень легко измерить импеданс отдельно твиттера и отдельно вуфера, установленного в это акустическое оформление, в этот портированный корпус, что довольно важно. Ну вот давайте посмотрим у вас на рисуночке, то есть на мониторе сейчас вы видите эти кривые. Первое, это твиттер красненьким показан с резонансом в районе 1,5 кГц, это же больше 1,6, 1,7, что в общем-то достаточно высоко для твиттера. Твиттер, напомню, здесь 1-дюймовый, и надежды мы возлагаем на то, что он более уверенно играет в нижнем регистре. Что же касается вуфера, то вот его кривая, вы видите невероятно перекошенные горбы с настройкой около 60 с лишним герц. Тут имеет смысл сравнить этот вуфер с настройкой вуфера предыдущей модели. Я специально ее сохранил. S880DB, вот она перед вами, вот таким вот цветом показана. Она была настроена, та модель, на... Давайте-ка я изменю оси, потому что мешает развлекаться это все. Итак, старая модель была настроена около 83, допустим, Гц. Новая модель, как вы видите, настроена около 63 Гц. 20 Гц разница, это пропасть просто, это колоссальная разница. Однако два горба, описывающих работу резонатора старой модели, выглядят более гармонично, то есть более равномерно, более естественно. Новая модель, явно форсированный басовый регистр, сдвинута в область низких, более низких частот. Порт перенастроен таким образом, то есть размеры порта необходимо было просто, с другой стороны, увеличить, уменьшить, я хотел сказать. Но на самом деле пишется о акустической переработке этой модели, то есть якобы динамики тоже переработаны. То есть не якобы, я доверяю им, почему нет, наверняка. Но тем не менее, все равно явно форсированный режим басового регистра, и послушаем, как это все звучит. Оно может, знаете, выглядеть на графиках неплохо, а звучать, допустим, как-то нерезонно, как-то неестественно, не аутентично. Но на это мы еще посмотрим. Итак, настройку этих портов я вам показал. Что далее? Далее я хочу вам показать разделение по полосам. То есть высокочастотные, низкочастотные динамики питаются каждый своим усилителем, и каждый питается от усилителя. На усилитель подается сигнал с активных фильтров, с цифровых фильтров, с DSP, с Digital Signal Processing.
с аудиопроцессора, и это очень хорошо. Там может быть невероятные крутизны характеристики, обезопасивающие, как бы ограждающая динамик от работы в ненужном диапазоне. И это может выглядеть очень звучать точно очень убедительно будет, много лучше, чем пологие достаточно фильтры. Но вот интересно, что какая разница теперь будет между этой моделью и предыдущей, учитывая, что у предыдущей был динамик меньшего калибра высокочастотный, то есть он должен был копать как бы выше, а этому позволено копать как бы ниже. И, соответственно, меньше доверия к басовому динамику, который тоже сместился в низкочастотную область. Его освободили, зато от пары может быть килогерц сверху, и предоставили их этому динамику. Однако этот динамик Twitter, который я только что вам показывал, имеет достаточно высокий резонанс, и я уже убрал это. И как бы это не очень хорошо. Ну вот посмотрим, как инженеры Edifier распорядились разделами полос. Вот перед вами я вызвал два этих графика, благо здесь в этой программе REF, которую я рекомендую пользоваться аудиолюбителям для анализа своих систем, мы видим разделы полос. По низкочастотной области не следует анализировать, потому что снято это все было даже не в ближнем поле, в моей комнате. То есть, грубо говоря, если бы я включил оконный режим, тут можно было смотреть только выше 500 Гц, предположим. Но дело не в этом, нас интересует именно раздел полос. Так вот, раздел полос здесь выглядит следующим образом. Это примерно 2,2 кГц. Вот какая получается история. Признаться, я не помню, какой был раздел у старой модели. Я, к сожалению, это было давно. И они остались у меня, пропали все эти результаты в результате военных действий в Гостомеле. Но у новой модели явно этот раздел расположен очень низко. То есть та модель не потянула бы такого, конечно. Крутизна обоих срезов выглядит невероятной. То есть, я не знаю, это даже не 4-й порядок, это может быть 8-й какой-то порядок. Хотя я не уверен, я не знаю. Edifier отказался предоставлять мне схемы и прошивки для анализа. Они видят в этом коммерческую тайну. Видимо, где-то я там лишнего что-то сказал или мне не понравилось. Как бы невелика печаль, потому что все это перешло уже окончательно в цифровой формат и не оставляет мне, как аналоговому человеку, инженеру-акустику, анализировать их действия, которые могут быть вызваны причинами, которые скрыты слишком глубоко для меня в цифровой обработке сигналов. Но борются они за вот эти минимальные объемы при более широком диапазоне частот, более уверенной работе в этом диапазоне частот, безусловно, очень здорово. Итак, раздел мы посмотрели. АЧХ имеет, кстати, какой-то горб здесь сверху, я не знаю, чем он вызван, выше 20 кГц, но это титановые твиттеры, они обещают до 40. Я не мерил до 40, потому что у меня микрофон не позволяет измерять до 40, но этот горбик позволяет предположить, что там тоже все в порядке. Следующий график я вам показываю, это не что иное, как пресеты. Пресеты вызываются на этом пульте нажатием на вот эту вот кнопочку. И тут же меняется название пресета на индикаторе. Вот, пожалуйста, посмотрите. На картинке, которую мы все можем видеть в инструкции к этой модели, эта кнопочка видна. То есть вот сейчас у меня стоит, что там, Custom Classic Monitor. Да, все измерения, которые я делал в дальнейшем, и прослушивание музыки, которую вы услышите, сделано в режиме монитор, как нейтральный, как заявляет Edifier. Да, кстати, давайте его и посмотрим, на что похож монитор. Вот он, монитор. Выделенный зеленым цветом. Да, он, скажем, более линейный, а в области высоких частот он наиболее скромный, так скажем. Потому что, например, вокал, тоже средний. Вообще говоря, различия, скажем, в пару-тройку децибел, максимум 5 децибел, допустим, можно оценить разницу вот в этих предельных значениях, может 6 децибел. Впрочем, 6 дБ это уже 2 раза, поэтому, наверное, эти пресеты имеют право на жизнь. Я не знаю, я ими не пользуюсь, я всегда предпочитаю включать в нейтральном режиме, но это мои радости.
И Dynamic, динамический режим, самый нескромный, как я это называю. Теперь я вам предлагаю посмотреть на работу регуляторов тембра в этой модели. Это минимальное и максимальное положение тембра высоких частот. Причем разница при этом составляет, заметную, скажем, величину, скажем, до 20 дБ. То есть плюс-минус 10 дБ. Там должна быть инструкция написана, я вам до этого должен был рассказывать об этом. Сейчас я уже просто не помню. А вот не что иное, как работа регулятора низких частот. Тоже это все без учета фазы инвертора, и на низких частотах мы можем только относительно оценивать эти вещи, причем абсолютно точно можем их оценивать. То есть, какие бы комнатные моды здесь не формировали вот эту жуткую АЧХ, различие между минимум и максимумом крайних положений регулятора тембров будет абсолютно точным. Таким образом, регулировку низких частот мы видим начинается где-то ниже 300 Гц. Вот таким вот образом она выглядит. А это не что иное, дорогие мои, как АЧХ выхода на сабвуфер. Да, вот так вот она выглядит. Давайте-ка изменю. Вот, кое-как мне удалось усмирить эту штуку. Значит, достаточно круто формируется выход на сабвуфер, сигнал для сабвуфера, друзья. То есть это не значит, что можно подключать, как говорят люди, спрашивают, пассивный некий сабвуфер или сабвуфер, не снабженный фильтрами. Однако здесь даже заложен какой-то минимальный, допустим, сабсоник фильтр, то есть, который позволяет оградить сабвуфер, который абсолютно необходим для работы сабвуфера. Ниже, там, допустим, 30 Гц валится характеристика вниз. Ну и вот выше 100 Гц тоже она валится довольно активно. Но это лишь предварительный фильтр. Я не знаю, честно говоря, зачем они его ввели, потому что любой сабвуфер рассчитан, активный сабвуфер, снабженный фильтрами, рассчитан для работы с вообще линейным сигналом. Но, тем не менее, это приятно. То есть, скажем так, о вас позаботились. А вот этот график, дорогие друзья, иллюстрирует реакцию выхода колонок, акустического выхода, снятого микрофоном, на подключение сабвуфера. То есть, другими словами, колонка имеет, как известно, выход для подключения активного сабвуфера. Без подключенного сабвуфера кривая оранжевого цвета перед вами. Обычный режим, назовем это так. А если воткнуть сабвуфер, просто подключить разъем, там работает механический триггер, который подключает фильтр высоких частот для того, чтобы минимизировать зону совместного излучения саба и колонок. Надо сказать, правда, достаточно высоко это все начинается разделение, там со 120, даже 150 Гц, но тем не менее это тоже приятно, потому что это уже использовано в каких-то моделях Edifier, я сейчас не помню точно каких, но если без этого и колонки имеют широкий диапазон частот, там реально до 40 Гц или даже до 30 с чем-то, то подключение сабвуфера вызовет конфронтацию работы двух источников низкочастотного излучения, и возникнут некие стейки, то есть моды, то есть резонансы, включая провалы и подъемы, которые, в общем, испортят звучание, которые, скажем так, настроить непросто, совсем непросто. Поэтому я, когда создавал свои колонки для себя любимого, то я намеренно не увлекался самым низкочастотным регистром, полагая, что я все равно буду слушать с сабвуфером. Но это, опять же, мои радости, я просто делюсь каким-то опытом. Короче говоря, эта модель получается, что реагирует на подключение сабвуфера, и сетап с ним, с сабвуфером, с этими колонками выглядит невероятно корректным. Вот, кстати, перед вами кривая АЧХ, снятая мною в состоянии опытным путем, полученная где-то 20-30 сантиметров, скорее, вот этих колонок в комнате с басовым регистром вообще, который, скажем так, не считается, но все остальное выглядит довольно убедительно. Что я могу сказать? Мне нравится, мне нравится. Нет, это не рекомендация бежать в магазин и покупать, вовсе нет. Но
Учитывая все фичи, которые заложены в этой модели, даже по сравнению с предыдущей ревизией, это очень умненько, это очень круто. То есть там и отдел маркетинга поработал, нагнул инженеров для каких-то решений, ну, возможно, для сдвижения частоты воспроизведенных частот ниже немножечко. Собственно, немножечко. Там настройка на 20 Гц немножечко. Это пропасть просто. Заставили их, из-за этого два горба выглядят, допустим, не очень гармонично. Но оно работает, мы с вами послушаем, как оно работает. Но сабвуфером оно работает, конечно, по-другому, то есть еще лучше, то есть мне лично нравится много больше, но есть очень много любителей чистого стерео, и они не приемлют использование сабвуфера, флаг в руки, то есть я уважаю эту точку зрения, это, кстати, правильная точка зрения. И эти колонки способны это делать, скажем так, лучше, чем это делала предыдущая модель. Это, пожалуй, единственный раз, когда я могу сказать, что, и у меня люди спрашивают, вот есть у меня, ну, в данном случае S880DB, стоит ли мне переходить на МК2? И вот это первый раз за все время, я скажу, стоит. Ну, в этом плане, если у вас есть такая возможность, конечно, не надо продавать весь кров, вот, и вот это все покупать. Конечно, нет. Просто если есть такая возможность избавиться от той модели, купить эту, это хороший апгрейд, разумный апгрейд. По всем параметрам. Электроника, акустическая тема и в этой модели, как она построена, концепт, так скажем. Пультик, вот этот, все вот эти вот интерфейсы, не знаю, USB-C, может быть, кому-то актуально, мне вообще никак, честно говоря. Да, музыку, которую я сейчас дам вам послушать, я подключал по аналогу. Я всегда по аналогу подключаю, чтобы можно было сравнивать работу разных моделей на одном интерфейсе. Также это вызвано наличием в этом тесте одних и тех же треков, которые, как люди говорят, надоели. Так не слушайте их. Слушайте свою любимую музыку. Это нужно для того, чтобы попробовать себе представить работу этой модели, которой вот у вас в данный момент нет. Вот мне она там на время досталась каким-то образом. Вот я поэтому делюсь тем, чем богат. Короче говоря, хорошая модель. Еще раз, это не руководство к действию, не рекомендация к покупке. У меня таких колонок нет, не было и не будет. Мне их могут подарить. Я не хочу, мне не надо. Я бы деньгами взял. Ну, потому что у меня есть другие колонки. Я там, не знаю, у меня есть 3 сезона, как я создавал колонки именно под свои нужды. Но при этом я говорю, что эта модель удачная, грамотная, толковая. Ну, то есть очень толковая, да. Но, кстати, в птичках, не будем забегать вперед. Ее музыкальную ценность все-таки каждый из нас оценит по-своему. Сегодня, кстати, я отвечал на вопросы какого-то комментария пользователя себя на канале, и он сказал, что я слушал, значит, и могу точно сказать. Вопрос, я это кто? Что это значит? Не думает ли этот уважаемый человек, что его мнение может оказаться ошибочным? И даже если 10 его единомышленников там каких-то подтвердят его точку зрения, эта статистическая выборка не имеет права на жизнь, и публиковать ее можно только в пределах моего особого мнения. Потому что объективно это может быть абсолютно иначе. То есть найдется там какой-нибудь филадельфийский симфонический оркестр, который скажет, да ну, ребята, вы что, это все выглядит совершенно по-другому. Ну, это я так привел просто по памяти. К тому, что субъективное отношение может быть разным, я уверен, что работа этих колонок очень многим понравится и очень многим не понравится. Они скажут, что там, не знаю, S90 лучше. Ну, S90 больше раз в 50, да, вот этой модели, во-первых. Ну и хуже раз в 150, я думаю. Что, не нравится, да? Ну ладно. Ну, я рассчитываю, что это видео смотрят люди, которые не знают, что это такое S90, и слава богу, потому что это новое поколение. Ну, это как Windows, знаете, вот у меня 11 стоит. Если у кого-то 3.11, очень хорошая была система, Windows 3.11, вот такая вот. Ну, вот если у кого-то она стоит, он может начинать рассуждать о Жигулях, о S90, о там еще чем-нибудь, не знаю. Со мной не надо, это все не проходит. То есть я ценю объективные какие-то вещи и сам излагаю только то, что не зависит от моего вот личного мнения, а если я что-то и говорю свое, то я при этом объявляю.
что это мое личное мнение, а в действительности, например, вот я вам показал графики. Они сняты в ненадлежащих условиях, но я их показывал вам в относительном режиме, то есть один график относительно другого, снятого в таких же неверных условиях. И что делает отношение между этими графиками абсолютно корректным для анализа. Опять же, для анализа какого-то поверхностного, предварительного, хотя я уверен, что там 99%. Я мог отнести это на работу в клипе ГМБХ, но я не вижу в этом смысла. Кстати, я хотел отнести, чтобы измерить работу этого твиттера. Он титановый, и мне было бы интересно. Но я не понял, как его оттуда выковырить просто. Ну, я и так. А они, кстати, эдики пишут там в описании этой модели, чем она улучшена, что скрыты скрувы, болты крепления твиттер. Вот гады. Ну вот, если бы они их не скрыли, я бы их выкрутил аккуратненько. То есть я могу растращить, наверное, эту систему, но я не варвар, мне оно как-то неприятно было бы делать. Ну, я еще надеюсь, что я покажу эти твиттеры, может, эдики мне их предоставят отдельно, посмотрим. Итак, дорогие друзья, я включаю свой старый набор треков, потом отдельное видео выйдет новый набор треков с участием этой модели. И пишите в комментариях, что вы себе думаете по этому поводу. Спасибо за внимание. Auf Wiedersehen.